Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Не всегда на трапециевидные ногти можно выполнить покрытие гель-лак, потому что они будут казаться еще более широкими. В таком случае лучше выполнить наращивание на нижние формы. Будем делать пошагово. Поехали! Вот такие у нас ногти сегодня. С первого взгляда абсолютно обычные, но если поближе присмотреться, то свободный край идет на расширение. Конечно, можно было бы выполнить покрытие гель-лаком, оно визуально немножко бы скорректировало пластину, но идеальным вариантом будет наращивание. И рекомендую делать формы на заужение, например, овал или миндаль. Подготовим ногти к наращиванию. Нам необходимо полностью убрать свободный край. Убираю его книпсером и опиливаю. Если оставить, то мы не сможем корректно подставить формы, они так и пойдут вверх. А ведь формами мы можем исправить направление роста ногтей, исправить ширину натуральных ногтей. На самом деле наращивание на нижние формы является универсальным, так как в такой технике можно нарастить ногти любому клиенту, неважно у него вниз растущие ногти, вверх растущие ногти, широкие, бугристые, я не знаю, и так далее. Что мы, конечно, не можем сделать при помощи гелевых типс или верхних форм. Но тут тоже нужно оговориться, что в некоторых случаях можно сделать, но результат не будет столь таким же, например, красивым или изящным, как наращивание на нижние формы. Поэтому я считаю, что мастер должен уметь работать в различных технологиях, верхними и нижними формами и гелевыми типсами. Теперь выполним маникюр. Поскольку руки у модели влажные, немного жирные, наношу тальк, который подсушит кожу и насадка не будет забиваться от нее. Мы видим над кутикулой такие как коричневые точки. Как правило, это следствие заусенец, которые были оторваны, они заживают и остается такая коричневая точка. Это говорит о том, что ранка уже затянулась и мы можем обрабатывать это место, но с аккуратностью, с осторожностью. Как таковой сильной кутикулы тут нет, поэтому нужно значительно поработать над птеригием. Небольшие фрагменты кутикулы можно срезать сразу, а можно этот этап оставить на потом. Выполнить срез уже после моделирования. И именно таким образом я рекомендую работать новичкам, потому что в процессе наращивания очень легко поранить кутикулу, например, пилкой. Так как ногти у модели влажные, повторюсь, то мы дополнительно наносим дегидратор, средство, которое подсушивает ногтевую пластину, и праймер для лучшей сцепки. То есть для такого типа ногтей подготовка должна быть более тщательной для улучшения адгезии. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. В тонкий слой наносим базу для гель-лак системы Rubber Base. Она пластичная, за счет чего будет хорошо армировать, повторять изгибы ногтя. Базу важно наносить без затеков, чтобы нигде она не коснулась кожи. В противном случае, в том числе гель потечет туда, по затеку, и впоследствии появится отслойка. А мы с вами подготавливаем формы. Сначала вырываем серединку для того, чтобы нам проще было установить формы. Подношу к ногтю клиента, и если видим зазор между ноготком и формой, вырезаем вглубь на такое же расстояние. От точек роста отмечаю насечки, которые вырежем, для того, чтобы форма хорошо обжалась под пальцем. Я знаю, многим кажется, что процесс вырезания форм – это что-то невероятное из области фантастики, но я на 100% убеждена, при должной практике проблем не будет. Кстати, у меня есть на канале ролик, где я сравниваю наращивание на нижние формы и верхние. Выполняла на время обе эти процедуры, и вы не поверите, что наращивание на нижние формы я выполнила даже быстрее, потому что у меня есть опыт в подрезании шаблонов. Нужно просто тренироваться на себе, на близких. Можно даже тренироваться на муже. Вам не обязательно моделировать ногти сверху. Вам нужно просто понять, как правильно вырезать эти формы. Ну а так, конечно, при вырезании форм очень много нюансов. Насколько вырезать, какие насечки, нужны ушки, не нужны ушки. Вверх форма, вниз форма. Можно запутаться. В таком случае рекомендую, конечно, приобрести курс по моделированию ногтей, который также у нас доступен и в онлайн формате. Сегодня будем выполнять технику без поверхностного опила.
Сначала выкладываю подложки и обращаю внимание, что выкладываю очень аккуратно, к чему я вас и призываю. То есть не нужно накладывать бугров, неровностей, например, выкладывать квадрат, если потом у вас будет миндаль. Смотрите, чтобы материал не растекался. И отправляем в лампу на просушку на 30-40 секунд. Время будет зависеть от вашего геля. Обязательно прочитайте на упаковке время полимеризации. Снимаем липкость и придаем форму. Будьте внимательны, пилкой не снесите такие тонкие подложки, они же ведь могут оторваться, и тогда придется снова наращивать ноготь. Конечно, техник без поверхностного опила несколько. Например, в курсе мы рассматриваем 3 вида, но сейчас один из них, когда мы именно подложку опиливаем и затем уже выстраиваем капли. Для того, чтобы капля хорошо распределилась, нам нужно промазать полностью весь ноготь от кутикулы до свободного края. Я делаю небольшой, едва заметный отступ в зоне кутикулы. Важно, что гель не должен заходить за границы базового покрытия, иначе будут отслойки. Стягиваем и распределяем. Помним, что в зоне кутикулы должна быть тонкая выкладка, равномерная. Чтобы распределился быстрее и лучше материал, можно перевернуть пальчик и помочь себе тонкой кистью. Поскольку ноготь трапециевидный, то при виде сверху мы видим, что ноготь сначала идет немного на расширение, а потом на заужение. Если бы на трапециевидные ногти мы делали квадрат, то, возможно, это больше бы подчеркнулось, рост в бок, и ногти выглядели более массивными. Но тут, конечно, нужно учитывать некоторые факторы, такие как желание клиента, исходник и способ моделирования. Если же вдруг после выкладки мы видим какие-то неровности, подтеки, мы это также можем доработать в незначительной мере. То есть полностью опиливать поверхность нам не нужно. Хотя на самом деле я больше люблю ногти, опиленные сверху, потому что они более четкие. Теперь перейдем к дизайну. У меня вот такая новинка. В первый раз работаю такими блестками. Они не простые, а светоотражающие. Крупные и мелкие. Такие блестки я заказала на Wildberries. И на мокрый слой базы выкладываю эти блестки, но смотрю, чтобы они сильно не топорщились. Иначе, когда мы перекроем топом, эти блестки будут ощущаться. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Просушиваем. И сверху можно слегка пройтись бафом. Я взяла самый мелкий баф, который у меня есть, для того, чтобы убрать топорщиеся чешуйки. И теперь перекрываем топом. Поскольку блестки дают объем, мы делаем топ с выравниванием, то есть такой средний слой накладываем. Именно по этой причине я также клала геля в небольшом количестве. Подравниваем, переворачиваем палец. Кстати, вот такой прием, лайфхак, вы можете использовать. Подсушить топ слегка фонариком, тогда он не будет растекаться. Такой получился наш результат. Понравилось преображение? Поддержите, поставьте пальчик вверх. Но если хотите уметь быстро наращивать ногти, то это уже гелевые типсы. Кстати, у меня на канале есть видео 15 ошибок при работе с гелевыми типсами. Перейдите и посмотрите его. Ну а я желаю вам всего только самого хорошего. Счастливо! Пока-пока!